Сколько купить ткани? Часто я получаю этот вопрос от тех, кто собирается сшить свой первый купальник, у кого еще нет больших запасов ткани и опыта в этом деле. На примере одного простого купальника с рукавами и двуслойной юбочкой я покажу, как можно рассчитать расход ткани. В первую очередь, конечно, нужно построить выкройку и перенести на нее с эскиза все линии рисунка. Поскольку стрейчевые ткани обычно по-разному тянутся вдоль и поперек, на всех деталях выкройки нужно наметить, в каком направлении должно быть наибольшее растяжение. Далее в масштабном уменьшении рисую кусок от рулона ткани. Ширина ткани бывает разная, чаще всего это 140 см. Для удобства можно взять обычный тетрадный лист в клетку и представить, что одна клеточка равна 10 см. Здесь же необходимо указать, в каком направлении идет наибольшее растяжение. Чаще всего бифлекс лучше тянется именно по долевой, то есть вдоль кромки, хотя бывает и наоборот. Теперь нужно приблизительно измерить детали выкройки всех цветов, начиная с самых больших частей. К примеру, для того, чтобы раскроить полочку, в данном случае понадобится отрез розового бифлекса шириной 45 и длиной 75 см, с учетом припусков. Причем припуски лучше делать побольше, так как эта ткань дает усадку. Учитывая направление наибольшего растяжения, отмечаю эту деталь на рисунке в виде прямоугольника. Следующими по величине здесь являются рукава, поскольку спинка состоит из двух небольших розовых фрагментов. Для экономии ткани рукава можно расположить валетом. В этом случае они занимают площадь 55 на 65 см. Тянуться они должны в ширину, поэтому на ткани их нужно будет разложить поперек. Как видно, между деталями на этом рисунке остается достаточно много места, и расположить их можно компактнее, но на всякий случай покупать ткань лучше с запасом. Спинка на этом купальнике состоит из двух небольших розовых частей. Размещаю эти фрагменты на ткани также с учетом растяжимости. Юбочка в данной модели будет из двух слоев. Верхний – это розовый бифлекс, а нижний – розовая сетка. Поэтому при расчете бифлекса смотрим на размер именно верхнего слоя. Таким образом, разместив на ткани все большие фрагменты, мы видим, что для данного купальника понадобится примерно 120 см розового бифлекса. Таким же образом измерю все фрагменты из телесной сетки. Добавлю небольшой запас и получаю 50 см ткани. Но это при ширине 140 см. Часто рулоны сетки имеют меньшую ширину. И, например, при ширине 115 см нужно будет купить уже около 70 см ткани. Но также нужно смотреть на рисунок. Возможно, какие-то элементы можно разделить на меньшие части. Расход розовой сетки здесь будет небольшой. Поскольку она подшивается не точно к нижнему краю бифлекса, а выше, то нужно купить 30 см этой ткани. Понятно, что вся она не израсходуется, но, возможно, пригодится для следующих заказов. Рисунок из серебристой голограммы здесь достаточно тонкий. И может создаться впечатление, что расход этой ткани здесь тоже небольшой. Но в данном случае эти узоры собираются не из отдельных элементов, а вырезаются целиком. И получается, что для всех этих фрагментов нужно несколько достаточно больших кусков ткани. Такой подробный расчет начинающим мастерам нужен для того, чтобы не прогадать при покупке ткани. А в следующем видеоуроке я покажу, как посчитать расходы на материалы при пошиве купальника на заказ.